Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот эти пинетки. Длина подошвы в этих пинеточках равняется 10 сантиметрам. Это соответствует возрасту ребенка примерно 6-9 месяцев. Пряжу для вывязывания пинеток я взяла Нако. Здесь 25% шерсти, 75% акрила. В 50 граммах 130 метров. Спицы для вывязывания пинеточек номер 3. По этой схеме мы будем вязать подошву пинеток. Набираем на спицы 35 петель. Набрав на спицы 35 петель, первый ряд мы провязываем лицевыми петлями. Кромочные петелечки снимаются не провязанные. Вяжем второй ряд. Кромочную снимаем, лицевая, накид, одеваем маркер, 15 лицевых петель вяжем, одеваем маркер, накид, 1 лицевая, накид, снова маркер одеваем, 15 лицевых, отделяем маркером, накид, лицевая и кромочная. Кромочную снимаем. Здесь мы будем провязывать накиды за заднюю стеночку. И так продолжаем вязать до конца ряда. Вяжем 4-й ряд подошвы. Кромочную снимаем, 2 лицевые, накид, 15 лицевых, накид, 3 лицевые, снова накид, 15 лицевых, накид, 2 лицевые и кромочная. Изнаночный ряд работы. В этом ряду мы провязываем накиды за заднюю стенку. И так продолжаем наше вязание до конца ряда. Вяжем 6-й ряд. Кромочную сняли, 3 лицевые, накид, 15 лицевых, накид, 1, 2, 3, 4, 5 петелек провязали, накид, 15 лицевых, накид и 3 лицевые и кромочная.
Поворачиваем, вяжем изнаночный ряд, провязываем накиды. И так продолжаем вязать пинеточку по нашей схеме. Провязав 12 рядов подошвы, на спицах у нас находится 55 петель. И теперь мы с вами переходим к вывязыванию мысочка. Разделим вязание на 3 части. 15 петель, в центре 25 петель и 15 петель. Отделим их маркером. Продолжаем вязать мысочек пинетки. Кромочную снимаем. До маркера вяжем лицевыми петлями. Центральную часть пинеточки, мысочек, мы будем вязать резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Это мы будем провязывать 25 петель. Лицевая петля в конце. Дальше вяжем лицевые петли. Повернув вязание, кромочную снимаем и лицевые петли вяжем до маркера. 14 петель у нас здесь. Мысочек, изнаночная сторона, мы здесь также провязываем резиночкой. Первая у нас идет изнаночная петля, затем лицевая. И так продолжаем вязать по рисунку. Лицевые петли. До конца ряда вяжем. Повернув вязание, провязываем кромочную, мы сняли, 14 лицевых, до маркера вяжем. В этом ряду мы начинаем делать убавки мысочка. Я для этого разверну лицевую и изнаночную петелечку. У меня получается лицевая петля лежит сверху на изнаночной петле и провязываю за заднюю стенку. Следующую лицевую петлю будем провязывать вот таким образом. Опускаюсь вниз в петлю предыдущего ряда и вот так провязываем. Изнаночную провязываем как обычно. И так все петелечки. Это у нас будет полупатентная резинка. Вниз опускаемся. Не в эту петельку, а ниже. Изнаночная.
У нас остается до маркера провязать 2 петелечки. Мы их провяжем 2 вместе за переднюю стеночку. Далее 15 лицевых петель. Изнаночная сторона работы. Лицевые петли до маркера вяжем. Здесь смотрим по рисунку. Изнаночная, изнаночной и провязываем. Снова изнаночная, также изнаночной провязываем. Лицевая. Дальше у нас идет резиночка 1 на 1. В конце ряда у нас 2 изнаночные петли. Дальше вяжем лицевые петли. Повернули вязание, вяжем лицевые петли. Это лицевая сторона работы. Вяжем мысочек. Снимаем 2 петли, развернули их и провязываем 2 вместе за заднюю стеночку. Получается, мы провязываем петелечки с наклоном влево. Изнаночная, лицевая петля, мы опускаемся ниже на ряд и провязываем ее лицевой петлей. Изнаночная, лицевая, опускаемся ниже и провязываем лицевой петлей. И так мы вяжем в конце две петли перед маркером мы провязываем 2 вместе за переднюю стеночку с наклоном вправо. Далее лицевые петли. Повернули вязание. Это у нас изнаночная сторона работы. Вяжем лицевые петли до маркера. Центральная часть мысочка. Провязываем по рисунку. Изнаночная петля, значит
ее провязываем изнаночной. Лицевая, вяжем лицевой. И так мы продолжаем вязать. После маркера вяжем лицевые петли. Повернув вязание, это у нас лицевая сторона работы, вяжем лицевые петли до маркера. Центральная часть мысочка. Здесь мы провязываем 2 петли вместе, развернув, и вяжем за заднюю стенку. Лицевая петля, опускаемся ниже в предыдущий ряд и провязываем лицевой петлей. Продолжаем вязание. Довязав до маркера, остается 2 петли, мы их провязываем вместе за переднюю стенку. Продолжаем лицевые петли до конца ряда. Изнаночная сторона работы. Лицевые петли до маркера вяжем. Изнаночная сторона мы смотрим по рисунку. Изнаночные вяжем над изнаночными, лицевые над лицевыми. Сейчас у нас 2 изнаночные получается подряд. Лицевая, изнаночная. И здесь тоже 2 изнаночные петли. Далее вяжем лицевые петли. Лицевая сторона работы. Кромочную сняли. Вяжем лицевые петли. Центральная часть мысочка. Первые 2 петельки развернули и провязали за заднюю стеночку. Изнаночная, лицевая, опускаемся ниже в петельку, провязываем лицевой, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, продолжаем вязать так до маркера, пока не останется там возле него 2 петелечки. Две петельки возле маркера остается, мы их провязываем за переднюю стеночку вместе. Далее лицевые петли. Изнаночная сторона работы. Лицевые петли до маркера. Центральная часть мысочка вяжем по рисунку, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. Продолжаем вязать до маркера. После маркера вяжем лицевые петли. Вот такой получается мысочек. Продолжаем вязать, пока в центральной части не останется 3 петли. В лицевых рядах после маркера 2 петли провязываем вместе и перед маркером провязываем 2 петли вместе. Изнаночная сторона работы провязываем по рисунку. Изнаночные над изнаночными, лицевые над лицевыми.
Это лицевая часть работы. Вяжем последний ряд, в котором делаются убавочки в центральной части мысочка. Лицевая и 2 вместе. У нас остаются 3 петельки. Далее вяжем лицевыми петлями. Повернув вязание, изнаночный ряд работы, мы все петельки провязываем лицевыми. И еще вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Лицевая сторона работы, и будем делать дырочки для шнурочка. Кромочную сняли. 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. И так продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда 2 вместе лицевой провязываем, накид, и остается у нас 1 лицевая петелька и кромочная. Повернув вязание, вяжем лицевыми петлями, накиды провязываем за переднюю стеночку. И так продолжаем до конца ряда. Вот мы провязали дырочки для шнурочка. Теперь будем вывязывать манжет пинеточки. Дальше после дырочек идет платочная вязка. Значит, здесь 11 изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 изнаночных дорожек. Продолжаем вязание платочной вязкой. Считаем наши дорожки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 на спице. Так же, как и здесь, на этой пинеточке. 11. Теперь будем вывязывать лицевую дорожку, перегиб наш манжета. Это у нас лицевая сторона работы. Все петли вяжем лицевые. Повернув вязание, это изнаночная сторона работы, и мы вяжем изнаночные петли. Это лицевая сторона работы и 3-й ряд нашей лицевой дорожки. Вяжем лицевыми петлями. Довязав ряд до конца, поворачиваем вязание. Это у нас изнаночная сторона работы. И будем вязать резиночку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так продолжаем до конца ряда. Это у нас 4-й ряд мы вяжем. В конце ряда у нас 1 лицевая и кромочная.
Повернув вязание, это лицевая сторона работы, мы вяжем резиночку. Первая у нас изнаночная петля идет, дальше лицевая. И так продолжаем до конца ряда. Повернув вязание изнаночной стороной работы, мы будем вывязывать отворот манжета под полупатентной резинкой, такой, как мы вязали мысочек пинеточки. Снимаем кромочную и вяжем полупатентную резиночку. Провязав отворот манжеты до нужной нам высоты, ориентируемся по высоте манжеты, будем закрывать петелечки. Пинетка изнаночная сторона, а манжет у нас получается лицевая сторона. Вот по лицевой стороне манжеты и будем закрывать петельки. Закрываем, как всегда, не туго, чтобы не стягивало готовую работу. Провязываем изнаночную и перебрасываем через петелечку. Лицевой провязываем, у нас здесь лицевая дорожка, и перебрасываем. Изнаночная дорожка провязываем изнаночной и также протягиваем через петелечку на спице. И так продолжаем до конца ряда. Закрыли петелечки. Теперь нам надо связать шнурок для пинеточки и сшить ее. Одеть на шнурочек бусинки, и пинеточка наша будет готова. Вяжем шнурочек пинетки. От клубка отматываем нить, метр, можно немножко больше взять, и вяжем шнурочек. Набрасываем нить, та, что мы отмерили с вами, и провязываем нитью от клубка. Опять набрасываем нить, ту, что отмерили, и провязываем нитью от клубка. И так продолжаем вязать шнурочек. Вот такой шнурочек у нас получается. Туго вот эту нить не подтягиваем. Они должны быть одинаково натянуты, что на крючке, что мы набросили. Тогда шнурочек наш не будет перекошен, не будет затянут. И так продолжаем вязать, вывязываем вот такой шнурочек. Связав нужной длины шнурочек, закрываем петелечку нашу. Теперь прячем хвостики
вовнутрь шнурочка. Шнурок к пинетке связан. Теперь надо сшить саму пинетку. Сшиваем пинеточку. Вот такие пинетки получились. До свидания.